Shall we begin? Let's begin now. Всем привет! Вы на канале Кругосветка с Третьяковой. Я путешествую по Шри-Ланке, и сегодня я в Галле. Это город-порт на юге острова. Первыми сюда добрались португальцы, вслед за ними голландцы, а потом англичане. И каждый из них оставил свой след в этом городе. Сегодня в выпуске самый европейский город Шри-Ланки. Заберемся на бастионы форта Галли. Маски для здоровья и от дурного глаза. Как это работает? All the evil people look, everything is gone. И аметисты с голубиное яйцо. Покажу вам цейлонские самоцветы. Галли – столица южной провинции. Это типичный европейский форт. Отправиться туда стоит независимо от того, на каком курорте Цейлона вы отдыхаете. На обустроенном и многолюдном юго-западном побережье или на диких и почти безлюдных пляжах восточной части острова. Галли еще никого не разочаровал. Мы с моей подругой Мариной едем на самый юг острова из Ахунгалы, маленькой деревушки, расположенной в 20 километрах от Хикадувы. Едем в Галле, зашли в автобус, где все места были заняты, уже подумали, что придется ехать стоя 40 километров. Но смотрите, тут какая у них система хитрая. Между двумя рядами раскладывается еще одна сидушечка, и дополнительное место появляется. Посмотрим сейчас, за сколько доедем, но максимум 2 часа должно быть. Едет достаточно быстро. Время засечем. Ага. Ну, в общем, 9 часов. Сейчас посмотрим, за сколько доедем. Очень какое-то странное шествие детишек, школьников или даже дошкольного возраста, праздник какой-то у них. Хотя сегодня будний день, понедельник, непонятно. Там машина проехала с спортивными кубками, я подозреваю, спортивные мероприятия. Доехали быстрее, чем ожидали, всего за час. Куда? Вот. Потратили немного времени. Как правильно осматривать форт, чтобы ничего не упустить, в Галле с радостью подскажет каждый местный житель. You don't take private tuk-tuk. Private tuk-tuk expensive. You can rent a government tuk-tuk to see one by one. And slowly. Okay. Thank you. Форт Галли – это огромная крепость с высокими башнями и узкими амбразурами. Обращенная к суше стена хорошо укреплена, за ней старый город. Символ Галли – петух. По легенде, заблудившиеся португальские мореплаватели благодаря его крику выплыли к гавани, в честь петуха и назвали город. Португальцы прибыли на юг Цейлона в 1505 году. Через 1,5 столетия им на смену пришли голландцы. Они и построили гранитный форт. В период голландского правления здесь появилось большинство зданий и церквей. Сейчас в них отели и музеи, рестораны и магазинчики. Мы зашли за крепостную стену через вон те ворота. Это западные ворота. Впереди часовая башня. Здесь сейчас Национальный банк Цейлона расположен. Now we here? Yes. Now is the Galansi gate, the exit. Number 1 main gate, all gate outside. Main gate. All round here 9 kilometers. Here 9 kilometers. Very big fort. Идти вот так лучше по часовой стрелке, и посмотреть можно все бастионы, все здания, все церкви, все, что есть здесь. Если войти в Галле оттуда, с западных ворот, то первое здание, которое вы увидите, это одноэтажное здание музея с колоннами. За ним идет отель. Новый восточный отель – старейшая гостиница в стране. Она была построена для губернатора. Здесь и сейчас отдыхают высокопоставленные чиновники. А дальше голландская реформаторская церковь. Церковь Гроте Керк возведена на личные сбережения жены одного из командоров форта.
женщина долго молилась о рождении ребенка. В благодарность за сына пожертвовала средства на этот храм. А вот это уже самая первая англиканская церковь, церковь всех святых, первый храм, который здесь англичане построили. Привычной для католических, англиканских, лютеранских церквей прохлады здесь нет. Стоит жара и довольно шумно, шум доносится с улицы. А это библиотека в старом колониальном стиле. И посмотрите, здесь надпись: только для членов библиотеки. Ну, честно говоря, туристы и не пытаются сюда зайти. Вот эта штука прямоугольная, это тоже такой своеобразный корабельный яд. Вот эти булыжники, они опускались на дно океана, и корабль к ним пришвартовывался и мог стоять на причале таким образом. Общая протяженность крепостной стены форта Галлия превышает 9 километров. Самыми первыми бастионами были бастион Звезды, Луны и Солнца. Их построили возле главных ворот. У меня за спиной вы видите все, что осталось от бастиона Тритон. Его когда-то построили голландцы. Последняя осада, которую должен был выдержать порт Галлий, это огромное цунами 2004 года. Тогда не устояли многие здания. Полностью был разрушен морской музей. Его пришлось восстанавливать практически заново. Прямо под маяком, под одной из фортификационных стен, народ купается на местном пляже. Но на самом деле хочу вас предостеречь. Дело в том, что создатели форта спроектировали очень своеобразную канализационную систему. Они сбрасывали все отходы вдоль берега, и волны при шторме, при приливе забирали все эти отходы и уносили сюда. Сам старый город при этом очень чистый, для Азии шокирующе чистый. Можно весь день бродить по вымощенным брусчаткой улочкам, заглядывать в сувенирные лавочки и художественные галереи. Дальше в выпуске: европейская кухня, азиатские суеверия, зачем нужна маска кобры и куда ее лучше повесить. Это галерея Сунила Карвина, художник и мастер резьбы по дереву, больше похож на индийского гуру. Он с радостью готов рассказать любопытным туристам, кого вырезает из дерева и эбонитового камня. Хануман. Ravana same. Ganesh. Ganesh. This is Shiva. Very powerful Shiva. And what type of woods? This is mahogany. The Krishna. Oh. Radha Krishna. Here. And one piece of there also. And you? Yeah. Everything is your work? Yeah, my work is always. And your name is? Sunil. Суниль. Посмотрите, это 9 женщин в виде слона. Такая вот творческая фантазия такая у нашего автора. You know the Sri Lankan lady, the water bucket, keep it take the water is here. А таким мастер видит Цейлон. This is Yal Park temple. This is port, fisherman and Buddhist place, tea branch. This is Candy. Дальше узнаете, почем топазы и аметисты. Выбираем цейлонские самоцветы. Форт Галлий преподносит новые
если какое-то есть первое хлебное дерево на Шри-Ланке вообще номер 9, но по ходу дела его где-то там. Хотя, может быть. Друзья, и сейчас самое время поставить лайк и подписаться на канал. Весной в Гале царит невыносимая жара. После полудня хочется спрятаться в тени или укрыться в одном из ресторанчиков. Маринка прихорашивается, стал в уголочек, никто не заметит, как она это делает, а мы как-то... Нарисую тебе усы. В здании старого голландского госпиталя сегодня очень приличный ресторан. Столики всегда заняты, но попасть сюда стоит. После пары недель азиатского риса и лапши это место покажется настоящим раем для любого гурмана. Если вы вдруг окажетесь в Гале, то обязательно зайдите вот в это заведение Sugar. Здесь реально самая вкусная еда на Шри-Ланке. Я съела обалденную просто пасту с голубым сыром. А сейчас я едаю пирог, домашний яблочный пирог с мороженым. Просто язык проглотишь. После обеда, когда становится не так жарко, можно заняться шопингом. В Гале есть магазинчики с оригинальными и симпатичными нарядами. Статуэтки, посуда, бижутерия. В провинции развита текстильная и стекольная промышленность. Европейцы давно оценили красочные постеры. В багаже они много места не занимают, выбор огромный. Есть узнаваемые цейлонские слоники, сборщицы чая, картинки в стиле поп-арт. А вот здесь можно купить маски. На Шри-Ланке есть маски религиозные, есть маски лечебные. Например, маски 12 демонов могут избавить от 12 главных болезней. И в зависимости от того, чем человек заболел, кашель у него. В общем, от этих болезней есть определенные маски. Which one is for good health? The healing power is this. Peacock. Heat. Green. Yeah. It should be green. Is bring good luck, good health, good prosperity. The cobra mask is the evil things. If you build a new house, you put front of the wall. Means all the evil. When people look, everything is gone. В старом городе во многих домах над входной дверью действительно можно увидеть такую маску-защитницу. И что интересно, двери в Гале часто не закрывают. Можно заглянуть почти в любой дом. А вот здесь, в таком колониальном особнячке, кстати, особо не отреставрированном, ювелирная лавка, магазин с дешевыми и не очень украшениями, кулонами антикварными. Just wondered how much for 1 carat. This one is, madam, per carat $15. I give $10. Ребятушки, закупайте камни за карат $1.16. На Шри-Ланке продают полудрагоценные камни – топазы и аметисты, цитрины и гранаты. Из драгоценных – сапфиры и рубины. Возле магазина можно увидеть вот такую картину. Ювелирных дел мастер обрабатывает самоцветы. Хотя это всего лишь хитрый маркетинговый ход. Камни уже давно обрабатывают с помощью современных технологий. What is it? Moonstone. Yeah, amethyst. Yeah, topaz. Yeah, rose quartz. Чтобы облагородить аметист, придать ему яркий цвет, его облучают. Другие самоцветы нагревают до нескольких сотен градусов.
По одной из исторических версий, на месте Галли когда-то находился ветхозаветный город Таршиш. Царь Соломон вывозил отсюда самоцветы и слоновую кость. На острове торговали персы и греки, римляне и арабы, малайские и индийские купцы. В Галлии и сегодня живут люди разных национальностей и религий. С христианскими церквями соседствуют мечети, индуистские и буддистские храмы. Я забрела в храм Шри Судармалая с просторными внутренними двориками, красочными настенными росписями и скульптурами Будд и царей. Служители храма с гордостью показали мне свой небольшой цветник. В 1796 году эти земли захватили англичане. При британском господстве роль Галли как портового города упала. Новые колонизаторы предпочли развивать Коломбо, нынешнюю столицу Шри-Ланки. Хотя Галли до сих пор принимает грузовые и рыбацкие суда, частные яхты. Это одно из тех мест на Шри-Ланке, куда хочется приехать еще не один раз. Друзья, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кругосветка с Третьяковой. Всем пока-пока!